Друзья, всем доброе утро. Я в Припяти. Сейчас пойду на связи и потом за водой. Остановилась я вот в такой комнате. С трудом нашла ее в темноте, потому что в предыдущую квартиру не пошла. Она была у нас в спальне. И пришлось себе оборудовать что-то по ходу дела. Нашла комнату, обои такие прям вообще практически не тронутые. Здесь немножечко отпали. И даже старостью не пахнет, абсолютно сухая. Вообще идеально. Можно даже себе здесь хату оборудовать. На вот этих матрасиках. Друзья, сразу хочу извиниться за качество звука, но страх быть спаленной не давал прибавить громкости моему голосу. А также хочу рассказать, чем закончился мой путь в Припять. В предыдущем видео я говорила, что хочу посетить ЗРК Волхов. Но по дороге мои планы поменялись, и я решила двинуться в Копачи. Там сделала привал, чтобы восстановить свои силы, поесть и дождаться темноты перед финальным марш-броском в Припять. Тут-то и обнаружилась проблема. Мой телефон, зарядившись до 50%, ни в какую больше не хотел заряжаться. Перспектива провести все оставшиеся дни без связи заставила меня изрядно напрячься. Всю дорогу до Припяти я безуспешно пыталась заставить его заряжаться. Но на этом мои неудачи не закончились. На подходах к городу я обнаружила очередную проблему. Мой фонарь с абсолютно новыми аккумуляторными батареями начал садиться. И тут я поняла, в этом походе без жертв мне не обойтись. Зона решила испытать меня на прочность. Вот так, без карты города, в абсолютной тьме, я после долгих блужданий и поисков наконец смогла найти приличное место для ночлега. Друзья, иду за водой, но ощущения, конечно, потрясающие, когда ты один в городе. Я еще не слышала, чтобы хоть какие-то туристы заехали. Не было слышно мотора машин. Но у меня есть проблема. Мой телефон перестал заряжаться. Поэтому я даже не знаю, что делать. Дорога обратно будет очень веселой. Наша бывшая хата. Все здесь. Тут журналы у нас. Сюда я пришла за бутылками. Вот эти мешочки мы в прошлый раз нашли в целости и сохранности. Какие-то сталкеры сюда их притащили. Там у них был их скарб. Но, видимо, был рейд по всем схронам. Ничего не осталось. Нашего схрона тоже нету. Друзья, здесь по всему техническому этажу везде схроны. Вот здесь кто-то себе припас рис, соль. И все это вскрыто и испорчено. И понятно, что мыши погрызли. А вот здесь что? Смотрите. Все вскрыто. Это что ж за люди такие? Не дают сталкерам припрятать себе еду. Ну что ж, друзья, я продолжаю свой путь за водой. Вот так вот с котомочкой, как будто я иду в магазин. Это все потому, что у меня сперли рюкзак. Весь наш схрон с Людмилой, который мы делали, все исчезло. Поэтому вот так идем в магаз за водой.
Вот эта девятиэтажка серая. Смотрите, у нее все окна практически целые. Интересно туда зайти, посмотреть на сохраны. Наверное, мы сейчас это попробуем сделать. Судя по обертке от шоколадки, здесь находится сталкерская хата. Тут опять свидетельство пребывания сталкеров. Это не люди, это какие-то свиньи. Зачем же засирать? Здесь, наверное, кто-то ночевал. Тоже, судя по наличию бутылок пустых. Удивительно, не только кровать сохранилась, но и одеяло. А вот чем привлекла меня эта девятиэтажка. Застекленными балконами. Всегда кажется, что здесь должно быть все целое, если здесь и балкон застеклен. Но по факту вот такой результат. Опять свалка мусора. И супер хата на троих. Вся засранная. Количество сталкерских хат в этом подъезде просто зашкаливает. Вот еще одна с зеркалом. Здесь у них свечи, скотч и даже роллтон кому-то достанется. Помойку зачем-то устраивают прям в хате. О, а здесь еще двое могут улечься. Целая квартира двухкомнатная. Здесь на двери какая-то неведомая надпись. Посмотрим, что скрывается за этой дверью. Ничего. Здесь следов пребывания сталкеров не вижу. Ну, собственно, здесь написано пуста. С панцирной двухспальной кроватью. С балкончиком. А здесь, наверное, обеденный стол у них был. Хорошо жили. Тот же этаж, тот же подъезд, только крыло напротив, уже протекающее. Такая люстра была у меня дома. Висела, наверное, на каждом советском доме. Вот с такими вот пластиковыми висюльками.
И в детстве я очень любила в них играть. Представляю, что это волшебные палочки. Следы протекания, лужа на полу, стены уже сплошной бетон, с потолка капает. По этому стыку все протекает. Еще одна хата сталкерская. На каждом этаже. Все вот по этому сухому крылу, по этому сухому стыку. В каждой квартире. Здесь чьи-то носочки и фильтр. И жуткая помойка. Это точно зашкал сталкерских квартир, которые я когда-либо видела. И причем здесь каждая дверь отписана. Не знаю, сталкерами или ментами, чтобы было легче искать. Вот еще интересно. Кухонный гарнитур. У нас тоже такой был. Точно в таком же цвете. Просто он сохранился здесь. В других домах я очень редко встречала. Обычно там только газовые плиты. А здесь вот сохранился кухонный гарнитур. Но это 9-й этаж. В общем, этот дом принадлежит сталкерам. Здесь почти на каждом этаже по сталкерской либо комнате, либо квартире. Наверное, кроме первого и последнего этажей. После изучения сталкерского дома я наконец-то добралась до источника воды, пополнила свои запасы и благополучно вернулась домой. Я немножечко переоборудовала себе хату, точнее поменяла место дислокации, поставила кровать в положение нормальное, ну и принесла стульчик, из ящиков соорудила себе столик. Ну, такая получилась спальня на одного человека. Ну а сейчас самое время покушать, потому что воды я принесла аж 12 литров, так что можно и кушать, и мыться, и умываться, все что угодно.